Территория Украины горит и пылает. Обстановка накаляется. Так, несмотря на различные заявления, на территории Украины поражается множество военных и не только объектов. А сама война не заканчивается и скорее набирает обороты. Например, недавно весь интернет гудел о том, что Запад все же разрешил использовать свои ракеты для ударов по российской территории. В патриотической украинской тусовке данная новость вызвала волну оптимизма. Но итогом этого всего стало возобновление российских атак на украинскую энергетику. Более того, по территории Днепропетровской области впервые была применена межконтинентальная баллистическая ракета «Орешник», которая вызвала большую панику среди украинского населения. Русские в последнее время не экономят боевой арсенал, и некоторые беспилотники долетают даже к западу Украины, проходя тысячи километров украинского тыла. Например, вследствие одного из налетов, который произошел несколько дней назад, русским удалось лишить электричества определенную часть города Тернополь. Пострадали и другие регионы, такие как Одесская область. А в Николаевской области русским даже удалось повредить подстанцию Южноукраинской АЭС и лишить многие населенные пункты электроэнергии на длительное время. Город Херсон находился без электричества вообще дня 3. Также высокоточный удар был нанесен и по Запорожью, в результате которого по неподтвержденным данным был устранен высокопоставленный сотрудник НАТО. Его визит был связан с обсуждением вопроса о снижении возраста мобилизации в Украине и организации экстренного снабжения молодых новобранцев снаряжением. Этот удар стал крайне чувствительным для западных партнеров. Ожидается жесткая реакция в ближайшее время, включая возможное заявление на международном уровне и попытки ответного устранения политического или военного лица, что лишь подтверждает усиление эскалации конфликта. Стоило ли украинцам атаковать российскую территорию западными ракетами, чтобы получить настолько масштабное разрушение? Этот вопрос риторический, и это я еще не затрагивал ракету «Орешник», применение которой буквально повышает риск ядерной катастрофы. И все же, чего добились украинцы своими атаками по российской территории? Ну, по заявлениям агентства Униан, западными ракетами прилетело по так называемому санаторию Путина в селе Марьино в Курской области. Они считают, что там располагался тайный центр российского и, внимание, северокорейского командования. Ставь лайк, если корейцы под Курском тебе тоже надоели. Так вот, украинцы считают, что несколько офицеров КНДР были в этом санатории, где их успешно ликвидировали. Доказательств этому не дали, рассчитывая скорее на наше доверие, но информацию озвучили. Конечно, Униан заверяет, что украинские солдаты регулярно на территории России уничтожают российскую армию. Однако, насколько сопоставимым будет ущерб украинцев на российской территории с тем ущербом, который Россия нанесла Украине буквально недавно? Вот корреспондент украинского канала ТСН Оксана Родионова сказала, что западная ракета вроде бы прилетела когда-то там и взорвала артиллерийский склад в Брянской области. Взорвали также арсенал в Карачеве за 130 километров от украинской границы. В украинском генштабе заявили о 12 вторичных взрывах и детонации в районе цели. В итоге мы имеем то, что ради нескольких арсеналов и небольшой атаки ракетами стран НАТО по городам России множество украинских городов лишилось электричества на несколько дней, а сотни мирных жителей буквально замерзли от холода насмерть. Ну, мирных жителей Украины. А по Днепропетровской области была применена межконтинентальная баллистическая ракета «Орешник», способная создавать взрыв, сопоставимый по мощности с ядерным. Также российская армия уже несколько месяцев собирает силы для вытеснения украинцев с Курской области. Привлекаются контрактники и военные подразделения, которые были задействованы на других участках фронта. Однако важно понимать, что на данный момент быстро вытеснить украинские войска не получится. Уже наступила зима, а значит усилятся морозы, в которые не так уж удобно наступать. Российское командование, которое больше склонно беречь свой воинский состав, кто бы что ни говорил, вряд ли будет пытаться провести атаку раньше весны. Однако в нашем мире все возможно, что показывают последние события, а потому давать прогнозов по Курску я не буду. Например, сейчас идет зачистка Большого Ольговского леса от украинцев. Военнослужащие ударного отряда продолжают планомерное наступление в Курской области. Ведется командная работа, поиск и уничтожение целей. Первоочередными задачами являются срыв ротации вооруженных сил Украины и недопущение их эвакуации, обездвиживание и последующая ликвидация. Русские части выбили украинцев из Дарьина и начали там закрепляться. Бои за этот населенный пункт были крайне жестокими, так как применялись новейшие военные технологии с каждым
каждой стороны. Например, массово применялись в боях за Дарьина беспилотники, которые по сути решили ход сражения. Русские даже предпринимают попытки захода в Сумскую область. И все же, украинцы, несмотря на тяжелое положение, пытаются хоть как-то отражать натиск российской армии. Ввиду того, что скорость потери Украины территории растет с каждым месяцем, разрешение Западом атаковать российскую территорию выглядит скорее как отчаянный шаг. Несколько дней назад западными ракетами украинцы уничтожили радиолокационный зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», который по сути был глазами ракетного полка 6-й армии России. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что вооруженные силы Украины впервые атаковали Брянскую область американскими баллистическими ракетами, а в Курской области попытались разгромить штаб при помощи ракет Storm Shadow. Из Белого дома в прессу даже вытекла информация о том, что США дали зеленый свет на использование своих дальнобойных ракет по территории России. Якобы это личное желание бывшего президента США Джо Байдена. Я напомню, что Трамп вступит на свою должность только с 25 января. До этого момента руководить США будет Джо Байден, и на его решение Трамп пока что повлиять не сможет. Складывается ощущение, что противники Дональда Трампа пытаются максимально осложнить ему выполнить обещание прекратить войну в Украине. В любом случае, Украина уже давно применяла западное вооружение по территориям, которые считает своими, и долго вела переговоры о снятии запрета бить западным дальнобойным вооружением по военным объектам в России. Прежде всего, речь шла о ракете Storm Shadow. Это современная крылатая авиационная ракета, которая может преодолевать расстояние не менее 300 километров. Ракета сначала пробивает бетон, а уже потом детонирует ее боевая часть, вес которой около 450 килограмм. Ракету сложно сбить, ее стоимость около $2 миллионов, находится официально на вооружении вооруженных сил Украины с мая 2023 года. Украинские пилоты уже атаковали данной ракетой штаб Черноморского флота России в Крыму и явно хотят это сделать с другими объектами в глубине российской территории. Американские высокоточные баллистические ракеты тоже представляют угрозу. Их дальность полета от 165 до 300 километров, и в зависимости от модификации они могут быть как с фугасными боеголовками весом около 250 килограмм, так и с кассетным боевым элементом. Запускаются ракеты из системы залпового огня «Хаймарс». Есть не менее 250 военных объектов в зоне действия предоставленных США ракет «Атакамс», среди которых нефтебазы и НПЗ, различные военные производства и склады с боеприпасами. Данные действия со стороны Украины вряд ли приведут к какому-то успеху и скорее заставят Россию осуществить ответный удар. Остановить продвижение русских не получается уже давно. Более того, русская армия находится всего в нескольких километров от стратегического объекта Украины, шахта управления Покровская, крупнейшего предприятия по добыче угля. Шахта обеспечивает более 90% внутреннего спроса на уголь для сталелитейной промышленности, важнейшей части украинской экономики. Шахта расположена в районе населенного пункта Удачное и является флагманом угледобывающей отрасли Украины с запасами около 200 миллионов тонн угля. В 2023 году ее доход составил более 43 миллиардов гривен. Потеря данного объекта станет катастрофическим ударом по металлургической отрасли Украины. И это еще не главная проблема, так как потеря Украины контроля над городом Покровск откроет путь на Днепропетровскую область для русской армии. Темпы продвижения русской армии после захода в Днепропетровскую область увеличится. Именно так считает украинский блогер Станислав Бунятов. По словам блогера, российская армия будет быстрее продвигаться, поскольку данный регион не так плотно застроен городами, в отличие от Донбасса. Бунятов считает, что дорогу к Днепропетровской области русским бойцам откроет именно взятие Покровска, крупнейшего укрепрайона Донбасса. Он не исключает, что Россия выдвинет условия Украине о полной передаче Днепропетровской области в состав России. В любом случае, будем наблюдать за ситуацией. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!